Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». И практически завершающий на июнь месяц агрогороскоп, и он посвящен заготовке лекарственных различных частей трав, лекарственных растений в июне 2022 года. Время киевское. И начинается месяц нехорошего периода, то есть это период, когда мы можем с вами только в свежем виде использовать просто для салатов, или просто сорвать цветочек одуванчика съесть, или другой какой-то листик. Но в это время нельзя делать заготовки, срывать, сушить, замораживать и так далее. Это, во-первых, выход из новолуния, это время еще Гекаты первого, у нас июня, и 2-3 это энергии стихии воды, и в это время не собирают лекарственные растения для того, чтобы высушить и заготовить на весь год, не только на зиму, но и для всего периода последующего, когда нужно будет использовать вот эти травы для профилактики, лечения различных заболеваний и для того, чтобы просто содержать свое тело в здоровом состоянии. Зато уже 4 и 5 июня во Льве, это растущая луна, и во Льве супер время для сбора цветов, листьев, стеблей. Это растущая луна, и все, что над землей, имеет очень большую ценность. И там собираются все сейчас питательные, лекарственные части, нужные для того, чтобы содержать потом наше тело в здоровом состоянии. Поэтому 4-5 заготовки, очень важные дни для заготовки. Да, прошу вас, пожалуйста, буду напоминать всегда, берите столько, сколько вам надо. Только, пожалуйста, не уничтожайте все растения, которые вам попадаются на вашем пути. Обязательно думайте и о других людях, и о том, чтобы на следующий год была снова же возможность прийти и собрать лекарственные различные растения. Ну что ж, идем дальше. 6, 7 и 8 это время Девы. Естественно, в Деве не собираем. Это период для красоты, но эта красота, конечно, больше для души. Мы пробовали делать заготовки, очень много в это время воды в растении, и плохо хранятся вот эти травы. Поэтому мы 6, 7, 8 исключаем для того, чтобы делать заготовки, а в свежем виде, пожалуйста, сколько вашей душе или телу есть желание, используйте. Зато снова же идет растущая луна, и все больше и больше в наших растениях. Это супер время, когда в растениях очень много питательных веществ и лечебных веществ, витаминов. Поэтому 9-10 используем для сбора цветов, листьев и стеблей. Всегда собираются наши листики, цветочки утром до обеда. Напоминаю, что самое лучшее время – раннее утро и до 12 часов дня. Следующий период не подходит для сбора наших лекарственных растений. Это 11-12 июня, только в свежем виде. Это время Скорпиона. Но вот сейчас, вот смотрите, какой хороший длинный период, просто супер период. Это время полнолуния и сожженного пути полнолуния. Если в это время, я обычно говорю, не сеем, не высаживаем, не трогаем растения, то в это время, конечно же, можно, но снова же не все подряд. Выбирайте ровно столько, сколько вам надо, и чтобы еще остались растения и на следующий год, и еще кому-то другому. Но вот это время очень хорошее время, и причем, смотрите, будет 13-14 в Стрельце и в Козероге 15-16. Это время для сбора всех растений, потому что насыщенность космическими энергиями самая высокая в этот период. Поэтому вот эти все дни используем для сбора всех частей растений. Ну и в Козероге еще плюс уже появляется возможность собрать корни. Ну а корни больше всего подходят уже на убывающей луне 17 и 18 июня в Водолее. Вот здесь уже время, когда нужно собирать
корневые части, то, что в земле нарастает, вот это очень хорошее время для этого сбора. Далее период, когда можно только в свежем виде использовать, 19-20, это время стихии воды, и в это время не собираем растения для того, чтобы их заготовить. Я имею в виду лекарственные растения. Зато, смотрите, очень внимательно, вот этот период, вот сейчас я сразу же назову, Овен 21, 22, 23 Овен до обеда, прекрасное время, дальше Телец 24, 25 и 26. Вот эти дни очень хорошие для сбора корней лекарственных трав. Если же в этот период есть возможность и что-то зацвело, и цветы, собирайте все, что вам надо, и цветы, и листья, но вот этот период 21, 22, 23, 24, 25, 26 завершается сбор лекарственных различных трав и корней. Затем период черной луны, когда вообще не рекомендуется собирать лекарственные растения. Это время и гекаты, и новолуния, и просто отсутствие любой энергетической составляющей, и питательные вещества здесь тоже в очень маленьком количестве, и состояние растений очень сложное, стрессовое, и в это время не трогаем растения, несмотря на то, что, видите, получается, что 27-го, 28-го это время близнецов, но это время гекаты. А далее рак будет 29-30 и тоже новолуние, геката. Поэтому конец месяца никаких заготовок лекарственных растений. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Мы сегодня рассмотрели очень важную тему. Делаем скрин. Я сейчас вот так весь месяц. У вас будет возможность себе сделать заметочки. Этот выпуск, как всегда, подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Мы перед тем, как попрощаться с вами, желаем вам здравия. Будьте все здоровы. Заготовки делайте для зимних чаев. Прекрасное зимнее время. Желаем вам мира и добра. Мира в каждом доме. Ну и до новых встреч на нашем канале. Всего-навсего до завтрашнего утра. Пока-пока.